У нас такой апокалипсис. Мы закрыли все ставни уже. Я думаю, даже так слышно, какой ветер. И вот что на улице. Это все вот так дождь идет. Просто. Юля, ты куда? Юле пофиг. Мы сегодня должны были встретиться со специальным гостем, записать видео о легализации. Ну, как вы понимаете, сегодня нам это сделать не удалось. Ну что, друзья, hola amigos. У нас уже шторм, все прошло. Уже солнышко. Видите, как? Вот. А мы собираемся в путешествие. Ну, я не знаю, куда, что, это типа секрет. Я буду с вами вместе смотреть, куда же мы отправимся. У меня такой базовый лучок, знаете, чтобы было комфортно. В общем, все вам буду показывать. И обещаю, точно скоро будет видео про легализацию. Ну, блин, такие шторма к нам пришли, ребят. Тут из дома не хочется в такое выходить, я все понимаю. А почему, собственно, это секретное место? Потому что нас позвали друзья и не сказали, куда нас везут. Ну, надеюсь, не убьют. Все, сегодня воскресенье, никого нет. Все закрыто. Рука трясется. Солнышко. Ну, хотя тучки, мне кажется, немножко есть. Может еще и полить. Вообще погода здесь действительно непредсказуема. Ты можешь идти, и через 2 минуты начнется сильнейший ветер и дождь. Поэтому к этому нужно быть здесь готовым. Смотрите последствия вчерашнего торнадо. Вообще на всех деревьях пообломало ветки. Ужасно. Кстати, тут вон до сих пор некоторые ездят на лошадках. Вот. Я надеюсь, вам видно. А так. Я думаю, вы можете представить, да, какой сильный ветер у нас был. Вот, кстати, лошадка. Видите, какая миленькая. Вот так. Вообще все повалило. Бедные деревья. А, не куст. Это был куст. Ну ладно, вот, посмотрите. Вон там кусок дерева тоже обломался. Ну, в общем, ветер вчера был ужасный. И так, кто там орет. Так что вот так. Вы посмотрите, дерево вырвало прям с корнем. Такое шикарное, красивое деревце было. Ой, ну сегодня воскресенье, так хорошо. Все отдыхают еще. Тихо, спокойно. Солнышко пришло после урагана. Так что в Уругвае до сих пор вот это есть. Ты можешь идти и встретить Феррари. И рядом лошадка, которая не для туристов, да, а реально используется, ну, для себя. В общем, наше путешествие немножко откладывается. Сейчас мы пофиксим и погоним. Так сейчас тут, мы же в Уругвае, то сейчас наши навантажки, как в Формуле 1, знаешь? Кстати, Даже это не могут посмотреть, да, понятно, они нихуя. вот такую, короче, арендовали. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ну, в общем, колесо пробилось, поэтому мы сейчас Везде. Смотрите. его... Что? Вот, саморез. А. И чё? Все пробило, сдулось. А, ну сдулось все-таки. Ну, видишь. Вон. Но это только снизу, сверху надо.
кстати, скорее всего, из-за шторма и намело вот это все на дорогу. И оно пробилось. Так что мы сейчас меняем колесо и поедем уже. В общем, мы должны были выехать в 10 уже в наше путешествие. Время 1:30, мы только закончили все дела в шиномонтажке. Но мы никуда не опаздываем. Наслаждаемся деталями. Я разлила на себя кофе. Вот, пожалуйста, Уругвай. Поля, поля, еще раз поля. Да, действительно, Уругвай не может похвастаться таким разнообразием природных красот, как, например, соседняя Аргентина, но здесь почти 700 километров океанского побережья с дикими пляжами, где можно идти часами и не встретить ни души. В Уругвае нет гор, зато есть мягкие холмы, бесконечные зеленые поля и ощущение простора, которое очень успокаивает. А еще это одна из самых зеленых и экологичных стран в Латинской Америке. Коровы здесь встречаются чаще, чем люди, а природа живет без спешки, как и сама страна. Какая милота. Это мы в Швейцарии. Так мы в Швейцарии, латиноамериканской. Да. И Италии, да? Италия. Все такое милое. Очень милое. Да. Смотри, тут коровки такие миленькие. Вот так вот. Всякие сыры. Вино. В общем, это местный такой магазинчик. Вон, видите, у них есть всякие эти джемы, вареница. Tenemos 2, 4, 6, 8. Faltan 4. Faltan 4. Такие шоколадки тут есть еще. Вообще класс, да? Вот, так что можете сюда тоже приехать. Только я не знаю, как она называется. Ладно, я там снаружи посмотрю. В общем, все такое, вон, видите, еще у них запасы сыров. Смотрите, какой прикольный заяц. Он тоже из шоколада. Это домик тоже из шоколада? Вот домик из шоколада. Красивая на фото. Да, ну сами шоколадки дорогие, но это ручная работа. Так что норм. Вот как называется этот магаз. А еще, кто не знал, Уругвай – это одна из немногих стран в мире, где более 95% электроэнергии производится из возобновляемых источников. Ветры Атлантики, солнце и вода здесь работают лучше, чем нефть и газ. Посмотрите, все такое милое. Аутентично, правда? Смотрите, так красиво здесь. В общем, мы уже пришли в кафешку, доехали до места. Сейчас, наверное, поедим, не знаю. Осталось 15 минут до закрытия. Кока-кола, зеро. Это водители у нас, блядь, бухают. А у меня вот такая курочка.
А у Сони рыбка. Что вы пиздел, Вот блядь? этот ресторанчик. Прикольненький. У вас что там? Сколько стоит, интересно? Хочу эту церквушку снять. В общем, все такое миленькое, как и в Европе. Вот Италия. Смотрите, тут такая дорога опасная. Можно подвернуться. Где? Это сверху кактус. А, продано. Ага. Шаурма. А чему в ресторане ели? Вот такие магазинчики тоже. Ну да, вон какая-то ратуша. Все люди сидят, кайфуют. Мы тоже кайфуем. Нифига пальма такая. Ну, на камере, конечно, так не передает, что она большая. Вот такие тут сувенирчики. Камушки. Ну, короче, всякая дребедень по факту, да? Это нам не надо. Мы сейчас будем смотреть море. Ну, красота! Вообще красота. Конечно, так жарко. Из-за того, что я проливаю на себя кофе, я переоделась в кофту. И сейчас хожу, умираю. Рыбачат тут. Тут у нас мини-лодочки, мини-яхточки. Вон. Элизабет, Москва. Даже у нас есть. Это какая-то полувоенная. Возможно, патрульная. Ну да, патруль какой-то. Там уже вообще что-то непонятное. Вот если увидите там проблески Буэнос-Айреса. На аукционе вот Девяточка. Твоя вишневая девятка. Ой, что это? Видите, такое красиво. Интересно, это что раньше было? Мини-церквушка или нет? Так, ну там опять кафешечки. Там у нас ничего. Слышишь, тусовка, понял, что все на маяк поднимают.
Это не частная территория? А, мы туда хотим? Ой. Там мальчик в луже сидит. Да, в луже. Человек в луже отдыхает. Но мы не будем ему мешать. Во-первых, посмотрите, какие здесь дороги. Невозможно ходить. А во-вторых, смотрите. Ой, господи. А что это? Глина, да, какая-то? Вот из такого камня, короче, здесь домики. Вообще, вот такой он. Я еле-еле иду, потому что я очень боюсь упасть, подвернуть ногу. Я, знаете, как будто гуляю по средневековью. Реально. Заглянем, что там. Ой, тоже вайб, да? Такой. Смотрите, какие милые тут мусоровывоз. Класс. Заходите, есть красивые вещи. Смотрите. Атмосферно. No, Uruguay es tranquilo, es muy lindo, muy lindo. Есть музей оригами. Вот такие оригами. В общем, вход 100 песо, но мы не пойдем. Потому что, я не знаю, будет там что-то интересное или нет. Мы не рискуем. Ой, ну в общем. Вы поняли вайб этого городка. Эйфелева башня он стоит. Это колодец. Нет. На Есенина похож, да? Чуть-чуть есть. Покажи. Настоечка какая-то. Ой, Давай телефон мой не выкни. это мой. Ну тогда похуй. Так, я спускаюсь ради вас в какие-то катакомбы. Не стоит выгонять. Ну, кто-нибудь посмотрите. Боюсь. Да вдруг там бомж какой-нибудь сейчас. Ты знаешь, Гарри Поттер вторая часть. Я не вижу. Там вода, погоди. Мокрая. Смотрите, там какие-то коридоры. Ой, камера-то не так. В общем, там какие-то коридоры. А мы можем туда подойти. О.
В общем, мы залезли в секретное место, мы не знаем, что это. Это вода? Ух ты! Вот тут вода. Ну, там куда-то еще лесенка. У нас есть эти аппараты, которые материалы, да, с этим магазином. Но вот этот принадлежал Хуану Миригарай, который создавал продукты из, видимо, сыровой. Может быть, что-то связанное с этим жиром. Ну, в общем, это что-то для переработки жира. Вот. Ну, это очень... А, я думала, тут речка. Я уж подготовил. Проходим. Не стесняемся. Только зачем? Непонятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Рыбы везут рыбу. Вот это руины, получается, старого города. То, что еще построили португальцы. Вот так. На самом деле, с первых минут прям ловишь вайб города. Я бы, конечно, посоветовала каждому здесь побывать. Даже, наверное, пару деньков. Как будто ты приехал в отпуск. Вайб какой-то Италии, Португалии. Вот что-то такое. И прям максимально все расслаблено. Все отдыхают. Мы однозначно еще вернемся в колонию. Нам очень понравилось. Поэтому тут заглядываем. А что они вообще есть? Давай вместе. Очень интересно. В общем-то, колония – один из самых старых городов Уругвая. Брусчатка, неровные стены, низкие домики и старые двери выглядят так, будто их никогда не пытались сделать идеальными. И в этом вся красота. Я советую всем здесь побывать. Здесь нет ощущения туристического аттракциона. Все с душой. Кстати, мы едем по трассе, которая занесена в ЮНЕСКО. Вот так, завидуйте.